Всем привет! Сегодня вот довольно-таки пасмурный день, но все равно мы с супругой решили выехать на дачу, пожарить шашлычков. Собственно говоря, вот древняя моя избенка, которую надо перестраивать, дом, которому 40 лет. И смотрите что. Вот уже лес. Обалденно, да? То есть, вот дом, а вот лес. И это не такой перелесок какой-нибудь, там 200-300 метров. Это здоровенный лес. Всем привет! Сегодня мы с супругой приехали на дачу. Вот, и хотим пожарить шашлычка. Хоть такая пасмурная погода, но в принципе уже осень. И, честно говоря, наверное, месяц никуда не выбирались. Поэтому уже, можно сказать, свербит. Вот, выехать куда-то на природу, в лес не поехали, хотя собирались. Выехали на дачу. Вот, и, честно говоря, я снимаю это видео только потому что умею я готовить шашлык, и в принципе хочу вам дать несколько рекомендаций. Ни в коем случае я не хочу вам рассказывать какие-то свои собственные рецепты, вот, а хочу сделать несколько рекомендаций по поводу некоторых ошибок. Значит, я буду использовать свинину, точнее сказать, свиную шею, не потому что это так надо, потому что, в принципе, мне так нравится. Я вообще люблю свинину. Вот, также, вот лучок мы дома с супругой нарезали, приготовили, чтобы здесь его не чистить. Вот, какие-то здесь приправки. Не будем использовать ничего, кроме уксуса. Уксус, перец, соль, естественно. Вот, некоторые еще жарят с майонезом, но, честно говоря, я противник этого. Противник, потому что майонез горит. Вот, сейчас хочу показать, дать такую небольшую рекомендацию, как нужно резать мясо. В принципе, очень многие люди отрезают мясо, вот сейчас я покажу, вот такими вот кусочками примерно. Вот, я его резать не буду, я просто покажу, я думаю, это видно. Честно говоря, это мясо будет, конечно, быстрее жариться, но такие кусочки, они становятся сухими. То есть мы кушаем сухарики. Как минимум. Вот, минимальный кусочек, который нужен на шашлык. Собственно говоря, я думаю, это понятно. Потом, если у вас есть какие-то возражения, досмотрите до конца, потому что дальше я буду жарить шашлык, и вы посмотрите, что никаких проблем с этим мясом нету. Оно прекрасно прожаривается. Собственно говоря, этот кусок дорежет моя супруга. Я же пойду займусь пока что костром. То есть поставлю мангальчик, разведу огонь, буду готовить угли. Угли у меня образуются. Вот уже немножко есть. Я здесь дровишек наколол себе, нарубил. Вот. Еще надо будет подколоть. Также я еще снимаю видео о горелках. Точнее, не о горелках, о свечках. Вот это вы можете посмотреть в другом ролике. Вот буду я тоже сегодня же выкладывать. Я забыл сказать, что заквашивать мясо, в принципе, вот мариновать, очень многие люди оставляют там на сутки и так далее. Я же вам рекомендую мясо не мариновать менее чем 40 минут, иначе мясо вообще не промаринуется. И не мариновать более чем где-то 2-3 часа. Ой, 2-43 часа, вот так вот. Потому что если в уксусе мариновать мясо дольше, оно становится, знаете, такое вот рыхлое какое-то, ну как вот, не знаю, как разлагающееся. То есть вы, конечно, делаете все на свое усмотрение, но вот я хочу вам дать такие вот как бы рекомендации. Вот, собственно говоря, пока что я опять ставлю на паузу. Костерчик горит. Вот, ждем углей. Давайте я вам покажу погоду. Собственно говоря, вот мой лес. Вот. Дачи всякие, дачные древние строения, постройки. Здесь качели папа сделал. Я разложился, здесь какой-то барахлишко раскидал. Вот опять свои свечи. Мой штативчик, на котором я снимаю с пакетиком. Для того, чтобы, если вдруг поморосит дождик, а сегодня такое бывает, не залило мой фотоаппарат. Ну, собственно говоря, пока что ставлюсь на паузу и ждем углей. Значит, вот мои угли почти дошли. Сейчас супруга идет нанизывать шашлыки на шампуры. Вот. И здесь есть один нюанс, который я хочу вам тоже рассказать. Нанизывание занимает какое-то время. Мы, в принципе, немножко как бы припоздали. Вот. Потому что я здесь снимал еще видео про свои горелки. И поэтому немножко не уследил за костром. Угли, в принципе, нормальные. Руку держать даже вот здесь уже становится невозможным. Но что сделать, чтобы угли не потухли? Нужно вот нарубить таких, в принципе, щепочек и просто разложить. Они перегорят очень быстро, но они не дадут остыть углям. Вот если кто не знает, то я думаю, это будет полезно. Собственно говоря, вот.
Щепочки сейчас прихватятся. Они как раз таки сделают немножечко еще углей. Перегорят они очень быстро. Вот. Одна не влезет, пускай, ладно. Пускай мы ее оставим. Сейчас здесь возьму какое-нибудь опахало. Сейчас здесь возьму какое-нибудь опахало, то есть вот эту вот фанерку. Махну пару разков. Щепочки прихватятся. И не буду давать потухнуть углям. То есть остыть углям. Все. Пойдем посмотрим, как супруга нанизывает шашлыки. Даш, скажи народу здрасте. Привет. Что, уже все? Да. Уже пора укладывать. Ну ладно, я пойду тогда поставлю фотоаппарат на штатив. Хочу сказать одну небольшую рекомендацию, что если... Дашенька, ставь, пожалуйста, на пол, я сам буду брать. Как всегда, ты поставила не под ту руку, ну ладно. Буду прыгать вокруг. Значит, сразу хочу дать одну небольшую рекомендацию, что если у вас есть какие-то где-то угольки, точнее, недогоревшие палочки, то сразу их удаляем. Просто вынимите, я вот, допустим, у меня есть тачка стояла, если вы обратили внимание, я их просто переложу в тачку. Вот, укладываем шашлыки. Недоразвитый получился. И здесь сейчас есть один нюанс. Один нюанс есть. Укладываем и сразу машем опахалом. Для чего это нужно? Нам нужно ударить жаром по мясу. Ударить жаром по мясу для того, чтобы, как вы видите, куски большие, они покрываются корочкой и внутри запекаются. Если бы у нас были маленькие кусочки, и мы оставили их млеть, вот, то они бы у нас просто высыхали. А сейчас же они прихватятся корочкой, то есть вот так немножко прихватили их и сразу же переворачиваем. Вот, и опять. Конечно, это у меня не опахало, а ужас какой-то. У меня была здесь когда-то хорошая фанерка лежала, но батя куда-то девал ее. Я не знаю, где, значит. Поэтому приходится размахивать вот такой вот картонкой недоразвитой. Ну, здесь главное что? Нам главное сейчас, чтобы прихватилось, вот. Ну, то есть я имею в виду, чтобы мясо прихватилось корочкой. И все. И потом мы будем уже сидеть на стульчике, вот, который стоит сзади меня, и потиху покручивать мясо. Так, опять переворачиваем. Вы, конечно, эту корочку не увидите, она не будет такой корочкой, как вот на хорошо прожаренном мясе. Нет, это как бы вот такая, можно сказать, бронь. Корочка, я не знаю, как это правильно в кулинарии будет называться. Ну, то есть она есть, и мясо внутри становится сочным, а не сухим. В принципе, при готовке шашлыка от мангала отходить вообще нельзя. Вот. Но мне сейчас придется отойти на секундочку, для того, чтобы найти себе нормальное опахало, а не вот эту вот сказку. И здесь еще одна рекомендация, вот вы сейчас, наверное, заметили, было пламя. Ни в коем случае ни с чем не поливаем, ни вином, как некоторые советуют, ни водой тем более. А просто берем палочку вот еще и затыкиваем. Снимаем мясо и затыкиваем. Вот. Не бойтесь огня, в нем ничего страшного нет. И все. Переворачиваем еще разок, вот вы видите, что мясо уже начинает покрываться корочкой. Крутится все. Хотел я сделать в мангале прорези, но так и не сделал. Шампуры, конечно, шикарные, длинные. Сейчас я отойду на секундочку, пойду найду себе какое-нибудь опахало нормальное. Ну, собственно говоря, я не нашел ничего лучше, кроме как вот такой лист фанеры. Вот.
Конечно, такой лист это тоже не очень хорошо. В принципе, огонь можно размахиванием, вот этим опахалом сбивать. Но такой лист тоже не очень хорошо. Если лист очень большой, то есть нагнетание воздуха получается очень мощное, то угли у нас потухнут раньше, чем пожарится мясо. Значит, такой фанерой надо мотать очень слабенько. То есть мы видим, что угли чуть-чуть розовеют. Все, мощнее мотать нам не надо. Надо бы перевернуть. Вот мы видим, уже все прихватывает. Скорость уже красиво становится. У нас пламя опять появилось. На время перекладываем. Это горит жир с мясом. Опять напомню, что ни в коем случае не оставляем. Не оставляем мясо ни на секундочку, потому что оно у нас начнет высыхать. И часто переворачиваем. То есть, где-то хотя бы, как минимум раз в минуту переворачиваем. Не боимся этого огня. Сдуваем его. Если не сдувается, просто перекладываем шампунь. Так, немножечко удаляем. Видите, как подкоптилась палочка, это какой жар здесь стоит. Все, сейчас надо на какое-то время перестать отдувать. Вот, а дать мясу просто допечься. Сейчас просто вот сидим, следим за мангалом, убираем мясо с огня. Потому что, чтобы огня не было, можно немножко вот поворушить угольки, поперемешивать их. Я обычно такую палочку использую для этого. Пахнет просто чудесно. Ну, в принципе, это вот все рекомендации, которые я хотел дать. То есть резать большими кусками, потом, что ложить на большой жар, обмакивать мясо, ни в коем случае от него не отходить. То есть, чтобы наше мясо схватилось корочкой и внутри запекалось. Если вы сделаете иначе, то есть вы будете резать маленькие кусочки, мясо будет сохнуть. Если вы положите на угли и отойдете, то мясо будет сохнуть. Если вы не будете постоянно его крутить, постоянно за ним следить, мясо будет сохнуть, какие бы большие куски не были. Если вы будете заливать угли водой или вином, угли будут тухнуть, мясо будет недожаренным. Вот. В принципе, конечно, дожаренное, недожаренное, это уже личный вкус каждого, но я люблю, допустим, мясо хорошо прожаренное. Вот. Ну, собственно говоря, вот на этом все. Приятного нам аппетита, приятного вам аппетита. Вот здесь осталось буквально считанные минуты, пока они прожарятся. Ну, собственно говоря, вот на этом все, я останавливаю запись, потому что, в принципе, мне хочется здесь еще кое-чего снять, но я забыл с собой взять второй аккумулятор, и у меня здесь осталось уже заряда совсем чуть-чуть. Вот, поэтому я не могу долго все это дело снимать.